Глава 36. Потрясенный. Увидев, что Хань Ли стал разъяренным, Ли Фэю не рассердился в ответ. Он оставался таким же равнодушным. Он наклонил голову, засунул в ухо мизинец и сосредоточенно стал его чистить. Реакция Хань Ли была предсказуемой. Выразив свой гнев, Хань Ли обратил внимание, что Ли Фэю оставался спокойным как стена, будто бы и не слышав замечаний Хань Ли. Хань Ли успокоился, придя к выводу, что что-то упускает. «Ты не дурак и не эгоист. Ты бы не сделал ничего, что убьет тебя. Ты должен объяснить мне, почему ты поступил так опрометчиво», — серьезно потребовал Хань Ли. Ли Фэю, увидев, что гнев Хань Ли снова сменился, почувствовал себя немного опечаленным. Он принял обиженный и жалкий вид, продолжая жаловаться на несправедливость, крича «Небеса! Меня обвинили по ошибке. Секунду назад я собирался тебе все объяснить, но ты не дал мне даже рта раскрыть. Теперь ты винишь меня за бесчеловечность». Этот скулеж, очевидно, был фальшивым. Любой, кто взглянул бы на него, почувствовал бы раздражение. Хань Ли решил использовать ситуацию в своих интересах и вышел вперед, изрядно пнув Ли Фэю, напоминавшего собаку, питавшуюся дерьмом. Меньше телодвижений, больше объяснений. Быстро. Ты негодяй, и если младшие ученики, восхищающиеся тобой, увидят тебя сейчас, твоя репутация уверенного и непобедимого бойца будет полностью разрушена, насмехался Хань Ли. У Хань Ли не было времени гневаться или спорить с Ли Фэю. Если бы этот обмен не был бы тщательно спланирован, то им бы пришлось столкнуться с огромными последствиями. Ли Фэю, казалось, понял, о чем думал Хань Ли, но не осудил и не высмеял его. Он лениво подошел к пакету и взял редкую книгу. Постояв прямо некоторое время, его лицо озарилось таинственным сиянием. С улыбкой, которая, на самом деле, была поддельной, он передал книгу Хань Ли, попутно глазами подзывая его, чтобы взглянуть на покрытие книги. Глядя на Ли Фэю с сомнением, Хань Ли протянул руку, чтобы взять редкую и очень тонкую книгу. Он был в небольшом замешательстве, не зная, какая хитрая схема лежала в основе заговора Ли Фэю. «Открой ее и посмотри. Если ты это сделаешь, то все поймешь». Ли Фэю осознанно использовал таинственный тон, чтобы уговорить Хань Ли прочесть ее. Нельзя сказать прямо. Какой смысл сохранять это в тайне? Хотя колебания Хань Ли были написаны у него на лице, он просмотрел страницы книги. За обложкой показалась первая страница книги. Оглавление страницы было написано в черно-белых тонах, и оно звучало «Стиль мерцающего меча». Изумился Хань Ли. Хань Ли был удивлен, что первая же книга, которую ему дал Ли Фэю, была той, которую он хотел. «Не расслабляйся. Проверь остальные книги», — сказал Ли Фэю, бросая в него редкими книгами. Хань Ли поймал их одна за другой и, быстро просмотрев их, был ошеломлен. Названия их всех были написаны черно-белыми буквами и гласили «Стиль мерцающего меча». Указав пальцем на оставшуюся груду, Хань Ли взволнованно произнес: «Только не говори мне, что что все это книги по стилю мерцающего меча». «К сожалению, младший ученик Хань, ты прав», — пожал плечами Ли Фэю с беспомощным выражением на лице. Хотя Ли Фэю казался спокойным, его чувства не совпадали со словами. Уголок его рта слегка дернулся, когда он удовлетворенно заметил расстройство Хань Ли. «Невозможно. Здесь почти 100 книг, не может быть, что все они по стилю мерцающего меча». Переполненный сомнением переспросил Хань Ли. «Ты спрашиваешь меня? Как, по-твоему, я должен был проверить их содержимое и при этом не быть пойманным? Когда я был в библиотеке и наткнулся на гору книг с одинаковым названием, то тоже был потрясен». Закатив глаза, пробормотал Ли Фэю. Но увидев ошеломленное выражение Хань Ли, он не мог не рассмеяться. Вид страдающего Хань Ли был действительно редким и впечатляющим зрелищем. Обычно лицо Хань Ли было спокойным, и казалось, будто у него всегда был туз в рукаве. Удивить Хань Ли было невозможно.
На данный момент у Хань Ли был оцепенелый и хмурый взгляд, что Ли Фэю подумал, что усилия прошедших дней стоили того. Хань Ли очистил разум. Он крепко схватил несколько книг и опустил голову в раздумьях. Затем, собравшись с мыслями, он медленно спросил: «Ты считал, сколько здесь книг?» «Сколько всего книг ты принес?» — переспросил Хань Ли. Естественно, я неоднократно пересчитал. В общем, здесь 74 книги, все с одинаковым названием, немедленно ответил Ли Фэю. Если мы не будем знать точного количества книг и не вернем одну или две, то это может привлечь к нам нежелательное внимание, которое может оказаться неприятным, объяснил Хань Ли. Он мягко сжал несколько пожелтевших страниц, медленно их переворачивая, тщательно просматривая одну из древних книг в своих руках. Глава 37. 3 ограничения для культивирования. Звук шелестящих страниц был приятен для Хань Ли. Ли Фэю, напротив же, ненавидел его. Он проигнорировал Хань Ли, занятого чтением, и направился к горному источнику. Из грязи он вытащил длинную саблю и стал тренироваться. Хань Ли осмотрелся. Заметив, что энергия переполняла его друга, он перестал обращать внимание на движения Ли Фэю и вернулся к чтению. Он мог читать с поразительной скоростью в 10 строчек за один взгляд. Он быстро покончил с первой книгой и принялся за другую, даже не поднимая головы, чтобы осмотреться. Он не отрывал частично прикрытых глаз, время от времени принимая задумчивый вид. Его глаза были приклеены к книге и не желали отрываться ни на секунду. Способ чтения, при котором он двигал головой, следуя за взглядом, придавал ему вид изящного ученого. Время летело, Хань Ли быстро просмотрел уже множество книг. Когда он закончил читать 11-й том, он внезапно остановился и бросил корешок книги себе в сумку. Хань Ли прикрыл ненадолго глаза, чтобы отдохнуть. Как только он почувствовал себя лучше, он сел со скрещенными ногами и использовал стиль вечной весны, чтобы обработать полученную информацию. Выражение лица Хань Ли постепенно сменилось от живого и взволнованного к серьезному и удрученному. Не зная, сколько времени прошло, он открыл глаза и был поражен увиденным. Он не знал, что Ли Фэю подкрался к нему так близко, что их носы практически соприкасались. «Что ты делаешь? Разве ты не должен тренироваться с саблей? Младший ученик Хань, ты что, не видишь, сколько сейчас времени?» «Ты задаешь глупый вопрос», — сказал Ли Фэю, дергая себя за губу. Только тогда Хань Ли понял, что свет потускнел. Он поднял голову и осмотрелся. Сейчас небо было серо-голубым, а это означало, что был уже вечер. Кха! Быстро же время пролетело, пока я культивировал. Я не заметил, что уже поздно. Хань Ли встал и немного подвигался. «Так. Ты нашел в книге что-нибудь интересное?» Посмотрел на Хань Ли Фэю, надеясь, что тот сможет рассказать ему о стиле мерцающего меча. Она неплоха. Думаю, этот стиль мне подойдет. Ха. Что ты имеешь в виду под неплоха? Говори же, немного неудовлетворенно произнес Ли Фэю. Эти книги — комбинация различных техник. Другими словами, в них нет ничего общего. Они были лишь взяты из различных стилей боевых искусств, медленно объяснил Хань Ли. Тогда каков смысл названия «стиль мерцающего меча»? Это же искусство владения мечом. Почему название такое странное? Ли Фэю был все еще не удовлетворен ответом Хань Ли, поэтому продолжал расспрашивать. Стиль мерцающего меча существует, однако книги, которые ему обучают, являются лишь малой его крупицей, терпеливо сказал Хань Ли. Но что же скрывается за названием, почему стиль мерцающего меча? Какова причина? Почему ты не можешь сказать все сразу? Прекрати говорить по предложению, ты такой же, как и старики в городе. Ли Фэю впился взглядом в Хань Ли, он не мог выдержать такого долгого объяснения. Услышав ворчание Ли Фэю, Хань Ли пришлось ускориться. Согласно книгам, этот стиль управляет светом, чтобы влиять на зрение противника, таким образом, давая бойцу нанести решающий удар.
Он часто позволяет лишить противника жизни в тот момент, когда он моргает, оттого и стиль мерцающего меча. Существует такой странный стиль. В мире существует множество эксцентричных мастеров. С интересом произнес Ли Фэю. У этого стиля есть 3 ограничения. Им не могут пользоваться те, кто взрастил в себе истинную ци, кто испытывает недостаток в настойчивости или кто-то без таланта. Когда Ли Фэй услышал первое ограничение, он немедленно разочаровался в этом стиле. Его истинная ци была уже достаточно высокого уровня. Не существовало способа, которым он сможет отключить свою внутреннюю силу, чтобы изучать стиль, о котором почти ничего не знал. Так как он потерял интерес к книгам, Ли Фэю не желал больше тут оставаться. Он встал и приготовился уходить, но прежде попросил Хань Ли скопировать книги как можно быстрее, чтобы при их следующей встрече он мог вернуть оригиналы на место. Даже несмотря на то, что эти книги никто не ценил, но если бы они исчезли надолго, это все же привлекло бы внимание. Некоторое время спустя Хань Ли покинул это место следом за Ли Фэю. Окружающий горный пейзаж был покрыт слоями тумана, заставив его казаться темнее. По обеим сторонам горных путей вырос темный лес. Когда подул порыв горного ветра, стал спускаться нарастающий звук. По обеим сторонам дороги, подобно клыкам и когтям, порхали листья и ветки, поднятые ветром. По несколько зловещей на вид горной дороги Хань Ли помчался в долину Руки Бога. Поскольку он покинул гору, когда свет солнца начал тускнеть, когда он был на полпути в долину, небо было уже совсем темным. И если бы не стиль вечной весны, который обострил его ночное зрение, Хань Ли был бы не в состоянии в такой темноте спешно покинуть гору. В конце концов, эта дорога была не совсем безопасна. Она была полна опасных и крутых поворотов. И если не быть осторожным, то велика вероятность, что может произойти несчастный случай, уносящий чью-то хрупкую жизнь. Глава 38. Встреча с полуночным шпионом. Ступая по черному как смоль лесу, Хань Ли обострил свои чувства. Обычные люди были не в состоянии четко разглядеть путь перед ними, но для Хань Ли было так же светло, как и днем. Несмотря на это преимущество, Хань Ли все равно продолжал быть осторожным. Его осторожность развилась не из-за охоты на диких зверей, но как результат его привычки скрываться от доктора Мо. После того, как секта Семи Тайн расположилась на горах Небесной Радуги, животные и существа, населявшие горы и леса, были уничтожены, дабы обеспечить безопасность членов секты. Не только на свирепых, но даже и на обычных диких животных, таких как ядовитые змеи, велась охота, и те становились едой для учеников. Бдительность Хань Ли не была чем-то, что было присуще ему с рождения. Он развивал ее, преодолевая планы доктора Мо, чтобы при необходимости предотвратить нежелательные опасности. Пробирающий до костей горный ветер становился все сильнее и сильнее, создавая пронизывающий звук, который заставлял волосы становиться дыбом. Ощутив этот порыв, Хань Ли ускорился, переступая границу, отмечавшую границу леса. Он вздохнул. Прогулка в этой темноте в одиночестве заставляла его ощущать тяжесть на сердце. Хань Ли еще раз ускорил свой темп, увеличив шаг, чтобы покинуть лес как можно скорее. Внезапно его настиг сильный порыв ветра. Чтобы выдержать этот порыв, Хань Ли остановился, будто бы заметив что-то причудливое. Он нахмурил брови и наклонил шею, будто пытаясь прислушаться к чему-то. Выражение лица Хань Ли сразу стало серьезным. Он услышал звук шагов, отзывавшихся гулким эхом. Хотя шаги были очень легки, а идущие были очень далеко от него, Хань Ли пришел к выводу, что там было 2 человека, быстро приближавшихся к нему. Он слегка отпрыгнул и скрылся в лесу рядом с горной тропой, не издавая ни звука. Примерно в 10 чжанах от тропы было большое дерево. Хань Ли спрятался позади него, свернувшись в клубок. Если бы кто-то взглянул на дерево, то не смог бы обнаружить и намека на следы Хань Ли. Лишь убедившись, что это укрытие достаточно надежное, Хань Ли стал успокаиваться. На этот раз Хань Ли не был слишком подозрителен, эта ситуация была действительно странной.
Было непонятно, зачем двум людям бродить в такой глуши среди ночи. Ли был уверен на 80%, что эти два типа что-то скрывают. Хань Ли не желал быть убитым за то, что, пусть и случайно, раскроет их тайну. Однако в отсутствие опасности для Хань Ли не было никакой проблемы подслушать их разговор. Хань Ли не был лицемером, он лишь понял, что если тебе так повезло, то только дурак не воспользуется сложившейся ситуацией в своих интересах. Спуск с гор, тщательно договориться, время, люди. Командующий, издалека доносились волны низко звучащих голосов. Сейчас сильно дул горный ветер. В результате большинство слов было им рассеяно, оставив лишь небольшую часть разговора, достигшую ушей Хань Ли. Хань Ли очень удивился, что ему удалось раскрыть часть их тайны. В этом районе единственным человеком с титулом командующий был Золотой Волк, лидер бригады Одичавшего Волка. Он давно уже враждует с сектой Семи Тайн. Теперь, когда Хань Ли услышал это имя в такой глуши, у него появилось много пищи для размышлений. Он был безжалостной, пьющей кровь демонической фигурой в глазах учеников секты Семи Тайн. По слухам, он был широкоплечим с толстой талией, длинными зубами и мертвенно-бледным лицом. Многие младшие ученики секты были очень напуганы, наслушавшись слухов об этой дьявольской фигуре. Однако, по словам Ли Фэю, слухи были далеки от правды. Вопреки слухам, он был тощим и слабым, с изящными чертами лица. Он был довольно молод, чуть старше 30. Но слухи о том, как он безжалостно убивал людей, были правдивы. Его нельзя было оценивать лишь по внешности. В конце концов, основываясь лишь на его внешности, никто и предположить не мог, что он будет в состоянии управлять другими членами бригады. Хань Ли собрался с мыслями и попытался вспомнить все, что когда-либо о нем слышал. Вдыхая холодный воздух, он еще больше свернулся, пытаясь скрыть звук своего дыхания. На этот раз «украдите», список имен, «убить», послышалась другая часть разговора, более четкая, чем прежде. Две фигуры были все ближе и ближе. Хань Ли не смел даже громко вздохнуть. Он знал, что если его обнаружат, то его незамедлительно настигнет смерть. Вероятно, эти двое были шпионами бригады Одичавшего Волка и, определенно, не допустят, чтобы посторонний узнал их секреты. План должен не быстро. Постепенно голоса стали еще тише. Казалось, они достигли того места в их разговоре, когда будет раскрыта более важная информация. И вновь голоса стали громче, однако Хань Ли не мог четко их расслышать, он слышал лишь шум завывающего ветра. Очертания двух незнакомцев, встреченных Хань Ли, исчезали вдали. Еще долго Хань Ли не смел даже шелохнуться. Только использовав стиль вечной весны и обнаружив, что в радиусе 10 чжанов не было никакой опасности, он медленно показался из-за укрытия. На этот раз он избежал верной смерти. К счастью для него, он обнаружил шпионов раньше, чем они его. Если бы он встретился с ними лицом к лицу, то, ради защиты их тайны, он, определенно, был бы убит. Даже хуже, основываясь на его боевых навыках, не было ни единого шанса для Хань Ли пережить это столкновение. Хань Ли неподвижно стоял на месте. Задумавшись, он слегка погладил рукой подбородок, глядя туда, где скрылись шпионы. Из фрагментов разговора он мог с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем банда Одичавшего Волка предпримет что-то, что нанесет ущерб секте Семи Тайн. Была высокая вероятность, что это как-то связано со списком имен, который был упомянут. Но что удивило его больше всего, так это то, что, даже не видя лиц тех двоих, он идентифицировал одного из них. Даже учитывая то, что говорили они немного, Хань Ли узнал, что один из голосов принадлежал кухонному стюарду секты Семи Тайн. Это был тот стюард, который продал ему кроликов. При встрече он не произвел никакого впечатления. У него были усы, глупое лицо, и он любил обманывать других. То, что он оказался шпионом, еще раз укрепило в Хань Ли уверенность, что всегда надо быть предельно осторожным. Однако, обдумав все еще раз, Хань Ли понял, что это было ожидаемо.
Лишь с положением стюарда шпион был в состоянии покинуть горы и передать новости, при этом он или она не вызывали никаких подозрений. Глава 39. Странные требования. Однако голос второго шпиона Хань Ли был незнаком. Должно быть, он никогда не встречал этого человека прежде. Однако, судя по голосу, он был относительно молод, примерно 20 лет от роду. К сожалению, чтобы обеспечить собственную безопасность, Хань Ли не следовало попадаться им на глаза. Он боялся, что шпионы могли владеть навыками, которые бы позволили им обнаружить его пристальный взгляд, тем самым позволяя им обнаружить постороннего. Потенциальная прибыль не стоила рисков. После этого, довольно опасного события, остаток путешествия прошел сравнительно спокойно. Хань Ли вернулся домой в то время, как он обычно возвращался после позднего ужина. Как всегда, доктор Мо нанес ему визит и одарил его взглядом, который не выражал и капли интереса. Доставив ему некоторые приготовленные препараты, он обычно оставлял Хань Ли в одиночестве. Казалось, Хань Ли даже не заметил лекарств, которые оставил ему доктор. Они все были созданы из редких ингредиентов, собранных в его последнюю экспедицию вдали от секты. Хань Ли предполагал, что доктор его так не оставит и уже готовит новый злобный план. Хань Ли полностью игнорировал драгоценные лекарства, приготовленные доктором. Но чтобы не вызывать подозрений, он зажал нос и залпом выпивал их. Он отбрасывал любые подозрения, что те могли оказаться ядом. Ибо любой вред, который доктор причинит ему, причинил бы боль лишь самому доктору Мо. Что касается шпионов бригады одичавшего волка, по дороге домой Хань Ли тщательно размышлял, что же с ними делать. Хотя он не испытывал особой любви к секте Семи Тайн, он уже был на полпути к становлению внутренним учеником. Поэтому как он мог оставаться в стороне, когда на его глазах готовились причинить секте вред, он долго думал, кто будет лучшим кандидатом, чтобы разобраться с этой проблемой. В итоге им оказался Ли Фэю, также известный как старший ученик Ли. Согласно наблюдениям Хань Ли, Ли Фэю принимал таблетку извлечения сущности лишь из желания быть в центре внимания, намного большим, чем у обычного человека, хотя и обладал не самым большим стремлением. Он всегда мечтал попасть в верхний эшелон секты Семи Тайн, чтобы всегда быть в центре внимания. Ранее Хань Ли подозревал, что Ли Фэю полагал, что находится на последней стадии своей жизни, из-за чего стремился к власти еще неистовей. Если бы Хань Ли позволил Ли Фэю внести большой вклад в секту Семи Тайн, то тот, вероятнее всего, успокоился бы. К тому же этим жестом Хань Ли бы отблагодарил того за кражу книг. Думая о стиле мерцающего меча, Хань Ли испытал волну эмоций. Хань Ли не лгал, когда говорил, что этот стиль не подходил для Ли Фэю. Однако он утаил многие детали. Основное правило выживания гласило, что всегда нужно хранить несколько тайн, независимо от кого ты их хранишь. Хотя между Хань Ли и Ли Фэю была крепкая связь, но она скорее была исключением. Но то, что было написано в этих книгах, разительно отличалось от стандартного обучения боевым искусствам. Казалось, что этот стиль можно было охарактеризовать словом не искусство, а именно мастерство меча. Он полностью учитывал погоду, выбор времени, правильную дислокацию и методы скрытного убийства против любого противника. Такого рода умение встречалось довольно редко. Это было чрезвычайно смертоносное умение, как только меч обнажался, за ним моментально следовала чья-то смерть. Книги описывали различную окружающую среду, время суток и правильное использование навыков скрытного убийства в данных условиях. Были приведены способы, которыми ты способен убить врагов за один удар. Руководство призывали тех, кто изучил этот стиль, использовать каждое дерево и каждую травинку в своем окружении, а также лучи света различных интенсивностей и с различными углами падения, дабы затруднить противнику обзор. Если ослабить противника, хотя бы на долю секунды, и правильно воспользоваться моментом, ты сможешь мгновенно убить его. Это был таинственный стиль, который требовал от себя предельного внимания. Не обладая талантом, невозможно было до конца постичь этот стиль. Поэтому те, кто его изучал, должны были развивать свои 5 основных чувств.
Чтобы получить хотя бы минимальные результаты, зрение и слух практикующего должны были намного превышать возможности обычного человека. Даже несмотря на существование таких требований, всегда находились ученики, прельстившиеся мощью этого стиля и решившие изучать его, едва достигнув минимально необходимого уровня. Однако освоение данного стиля требовало огромных усилий. Кроме того, у него были еще более жесткие требования. Тот, кто изучил этот таинственный стиль, не мог обладать чистой внутренней силой. Иначе, в попытке изучить этот стиль пострадало бы их тело. Именно это условие делало изучение этого стиля настолько сложным. Даже если бы кто-то, обладающий истинной ци, и преуспел в изучении этого стиля и не пострадал от своей внутренней энергии во время боя, то все равно движения меча были бы не такими, как требовалось. Эти недостатки давали противнику большой простор для действий, тем самым увлекая за собой опасные для жизни последствия. Именно эти требования в основном и отталкивали тех, кто пытался изучить стиль мерцающего меча. Существует высказывание: даже самое истинное учение, практикуемое без должного усердия, ни к чему хорошему не приведет. Не развивать внутреннюю энергию было главным табу. При этом, любой, кто оставил бы развитие внутренней ци ради неизвестного стиля фехтования, был посмешищем на всем боевом континенте. Поэтому лишь у немногих осталось желание продолжить его изучать. Однако даже если у тебя большой талант, ты не имеешь ничего против отказа от истинной ци, то заключительный барьер окончательно бы смел твою решимость. Заключительный барьер заключался в том, что стиль мерцающего меча был чрезвычайно сложным и требовал тщательного запоминания условий, в которых мог быть применен тот или иной прием в рамках руководства. Такая гора толстенных томов с первого взгляда напугала бы среднестатистического человека. Каждый том представлял собой отдельный прием с описанием условий его применения. Каждый из них мог быть подобран под определенную окружающую среду и определенное время суток. Чтобы полностью освоить стиль мерцающего меча, нужно было полностью изучить применение каждого приема в любой ситуации. Огромное количество навыков, не говоря уже о тренировках, могло вызвать лишь головную боль. Даже не говоря о доскональном запоминании и понимании каждого приема. Ранее упомянутые условия разочаровывали множество страждущих учеников, заставляя тех проклинать старшего, придумавшего этот стиль. Со временем секта Семи Тайн потеряла интерес к этому стилю. Полагая, что было невозможно кому-то обучиться данному стилю, многие ученики полагали, что старший был безосновательно и небрежно изготовил руководство, поскольку находился на пороге смерти. Иначе, почему еще там были такие требования? Это было придумано осознанно, чтобы создать трудность для учеников, которые еще не понимали, как устроен мир. В итоге книги были убраны на дальнюю полку и больше не привлекали ничей интерес. Глава 40. Происхождение тайного стиля. Но жаловавшиеся не знали, что старший, создавший данный стиль, обладал поистине высоким и глубоким пониманием боевых искусств. К сожалению, его меридианы были повреждены во время поединка с другим мастером, что делало для него невозможным развивать в себе истинную ци. Чтобы сохранить свой статус, старший сохранил это в тайне. С тех пор он стал действовать загадочно, притворяясь, что обладал подавляющей силой, дабы обмануть членов секты. Однако, бесспорно, с тех пор он не мог обеспечить собственную безопасность, полагаясь лишь на собственную силу. Поэтому ему приходилось рассчитывать на свое остроумие, защищая собственную жизнь обманными методами. Это было время, когда секта Семи Тайн была на пике своего могущества. Когда старший осознал, что былая его власть не вернется, он почувствовал себя подавленным и организовал множество тайных нападений на меньшие секты. Все это он проделывал за спиной старейшин, обманными схемами скрывая свои действия. Во время набегов он силой захватил множество книг по боевым искусствам, в надежде отыскать высокоуровневые техники, которыми можно было овладеть без истинной ци. После многих лет исследований он действительно обнаружил несколько секретных техник, не требовавших ци. Однако ни одна из них ему не подошла. Он был чертовски подавлен. Однако старший обладал незаурядным талантом и интеллектом.
Страдая от депрессии, он решил объединить все непостижимые боевые навыки, которые обнаружил, дабы создать свой собственный набор основных техник. Как только эта идея созрела у него в голове, он был полностью одержим ею. Он собирался создать уникальный для себя набор техник. Это было то, к чему стремились все мастера боевых искусств. С полной самоотдачей он погрузился в исследование. В конечном итоге, опасаясь отвлекающих факторов, он отправился в медитацию за закрытыми дверями, тем самым оградив себя от проблем секты. Объединение и создание ряда навыков было чрезвычайно трудной задачей. Не говоря уже о том, что стиль, который он намеревался создать, не должен был испытывать необходимость в наличии истинной ци. По мере создания уникального стиля ему пришлось столкнуться с трудностями, которые превзошли все его ожидания. Однако сила воли и целеустремленность многократно превосходили оную у обычного человека. Израсходовав за 10 лет сил, которых бы хватило на полжизни, он, наконец, создал его стиль мерцающего меча. Старший был чрезвычайно взволнован, делившись радостными новостями с членами секты. Однако он обнаружил, что за это время секта Семи Тайн стала лишь тенью былой себя. Она подверглась нападениям и была окружена союзом различных сект. Секта Семи Тайн могла быть уничтожена в любой момент. Услышав эти новости, старший был встревожен и разъярен. Используя стиль, который он только что создал, он высвободил божественную силу, убив много высокоранговых противников, повергая в пучину страха оставшихся. Окруженный многочисленными сектами, он смог проложить кровавый путь к безопасности, тем самым оказав огромную услугу секте Семи Тайн. К сожалению, хотя секта и пережила нападение, сам старший был на краю гибели. Единственное, что он мог сделать до того, как скончаться, так это передать недавно созданный стиль в залы Семи Пустот, оставляя его будущим ученикам. Что было более печально, так это то, что за все эти годы успешно освоить этот стиль удалось лишь Ханьле. Из-за чего этот яркий жемчуг был скрыт под слоем пыли, чтобы никогда не увидеть свет солнца. Ханьле понятия не имел о истории, скрывавшейся за стилем мерцающего меча. Даже если бы и знал, то не изменил бы своего решения. Ему было достаточно того, что данный стиль позволит ему защитить себя в схватке с доктором Мо. Кого волнует история? Процесс создания. Ханьли не интересовали эти приземленные подробности. Будучи практичным человеком, Ханьли не будет тратить время и энергию, интересуясь подробностями, которые не давали ему никаких преимуществ. В своей комнате он зажег масляную лампу и остановился у стола. Он неоднократно просматривал книги при свете свечи. Он не собирался копировать книги. Он планировал воспользоваться своей развитой при помощи стиля вечной весны памятью, чтобы запомнить их содержимое. Таким образом, он всегда мог обратиться к книгам, не вызывая никаких подозрений. Что касалось доктора Мо, Ханьли все еще сохранял предельную осторожность. Он не был настолько глуп, чтобы полагать, что он в безопасности, лишь потому, что доктор ослабил наблюдение. Если бы доктор узнал об этих книгах, не свелись бы все планы Ханьли к нулю, под темноватым желтым светом лампы раздались потрескивающие звуки, напоминая Ханьли, что он уже учится достаточно долго и что пришло время немного отдохнуть. Однако Ханьли не планировал останавливаться. Он полностью погрузился в содержание книг, впитывая всю информацию себе в память. Из-за потрескиваний на стене появилась тень, колебавшаяся в мерцающем свете. Ханьли продолжал сидеть на месте, не сдвинувшись ни на дюйм. Его тело резко контрастировало с демонической тенью, однако если внимательно присмотреться, то можно было заметить некую гармонию между ними. Прошло время, тень позади Ханьли стала нечеткой, медленно исчезая в небытие. Занимался рассвет. Неосознанно Ханьли потратил на учебу всю ночь. Пэша, прозвучал мягкий звук затухающей лампы. Лишь после этого Ханьли пришел в себя. Он поднял голову и, прежде чем посмотреть на дневной свет снаружи, взглянул на потухшую лампу. На его лице появилась горькая улыбка. Если подумать, то он провел целый день, изучая методы убийства.
Он действительно сильно изменился. На мгновение Хань Ли потерялся, затем встал и с хрустом потянулся. Затем он вышел из комнаты и пошел, чтобы набрать ванну холодной воды в ближайшем источнике, дабы помыться. Хань Ли активировал стиль вечной весны, возвращая свою энергию и заставляя накопившуюся усталость растаять. После ночи исследований Хань Ли понял, что должен полностью освоить все принципы, скрывавшиеся за стилем мерцающего меча. Ему требуется минимум 8-9 лет практики, чтобы освоить его. Даже гению потребовалось 2-3 года, чтобы получить хоть какой-нибудь результат. Время никого не ждет.